Всем привет! В этом выпуске мы покажем кухню закрытой Северной Кореи. В данном обзоре мы расскажем именно о блюдах Северной Кореи, не углубляясь в социальное и политическое положение страны, насколько это возможно. Однако некоторые из перечисленных блюд попросту недоступны большинству населения. Обычно дорогие блюда доступны только хорошо оплачиваемым руководителям правительства Северной Кореи, туристам, посещаемым страну, и формирующемуся в стране богатому среднему классу донжу. Донжу означает «хозяева денег», и они обычно занимают должности в правительстве, должности, управляющие государственным бизнесом за пределами страны, а также должности, связанные с привлечением инвестиций и импортом продукции в страну. Однако, сосредотачиваясь на северокорейской кухне, мы перечислим самые известные блюда этой страны. Потребление мяса в Северной Корее в целом невысокое. Большинство граждан имеют доступ к мясу только в дни государственных праздников Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, когда правительство увеличивает количество мяса в продовольственных пайках. Чаще всего едят свинину, мясо кролика и иногда козлятину. Потребление говядины в Северной Корее малодопустимо, и в очень ограниченном количестве говядина иногда используется в рагу или супах. Многие, наверное, слышали, что в Северной Корее едят собачатину, и это так. Они называют это мясо сладкое мясо. В Пхеньяне есть несколько ресторанов, специализирующихся на собачьем мясе. Самые популярные блюда, которые там готовят, ребра и стейк. А туристам также обычно предлагается острый суп с собачатиной, но из-за остроты вкус мяса сложно заметить. Рыба и морепродукты также имеют огромное значение, их едят как в сыром виде, так и добавляют в различные блюда. Основные приправы, которые используются в кухне Северной Кореи, это имбирь, чеснок, красный перец чили, соевый соус, ферментированная бобовая паста и кунжутное масло. Нэнмён – пожалуй, самая распространенная еда в Пхеньяне. В переводе с корейского название нэнмён означает «холодная лапша». Это блюдо имеет сильную культурную историю, о ней сложены рассказы и песни. Пхеньянская холодная лапша готовится из гречихи, она черная и подается в чистом холодном бульоне и обычно содержит яйцо, несколько кусочков мяса. Рэнмен – холодное блюдо из гречневой лапши. В Северной Корее обычно к лапше добавляют кусочки мяса, яйца и острый соус. Некоторые рецепты рэнмен включают сырую рыбу, огурец, редьку и азиатскую грушу. Лапша готовится с использованием муки и крахмала из таких ингредиентов, как гречка, картофель и сладкий картофель. Пулькоги – традиционный для кухни Северной Кореи барбекю, обычно из говядины, курицы или свинины. Джокбал – свиные ножки, приготовленные с соевым соусом и различными специями. Каджами шинке – корейское блюдо из ферментированной камбалы с добавлением специй. Манду – корейские пельмени, которые готовят на пару, варят или жарят на сковороде или во фритюре. Рамен – в Северной Корее называют кудрявой лапшой. Шинрамен – это бренд лапши быстрого приготовления, производимый в Южной Корее, который в Северной Корее называют денежным раменом из-за его относительно высокой для жителей Северной Кореи цены – около 800 вон за единицу. Пиндаэт ток – оладьи из зеленой фасоли, приготовленные с добавлением бобов мунг, зеленого лука и кимчи. Санде – корейская кровяная колбаса. Популярная уличная еда в Северной Корее. Санде обычно готовят на пару из говяжьих или свиных кишок, начиненных кровью с различными ингредиентами. Чжон – своеобразные лепешки, приготовленные из цельных или нарезанных рыбы, мяса, морепродуктов или овощей, которые покрывают кляром из яйца с мукой, а затем обжаривают в масле. Обычно чжон подают как панчхан, закуска к основному блюду, или как анджу, еда, которую подают с напитками, в том числе алкогольными. Пхаджон
Популярная разновидность джан, приготовленная из зеленого лука, который обычно добавляют целиком без измельчения. Доторимук – корейское желе из желудей. Обычай приготовления доторимук возник в горных районах Древней Кореи, когда дубов было много, а желуди были в изобилии каждую осень. Когибаб – блюдо из риса с различными ингредиентами, популярная уличная еда в Северной Корее. Это блюдо очень похоже на японские суши. Подробнее о нем мы расскажем в следующем выпуске. Инджо коги – колбаски из соевых бобов. Сунгегук – корейский суп, приготовленный из серой кефали и черного перца. Чистый бульон заправляют солью, рубленым чесноком, имбирным соком и рубленым зеленым луком. Миёк-гук – корейский суп из морских водорослей. Пасинтхан – корейский суп из собачатины с зеленью и специями, считается скорее лечебным, нежели повседневным блюдом. Теперь поговорим о напитках. Бутилированная вода в Северную Корею импортируется из Китая. Покупают ее, как правило, донжу, то есть новый богатый средний класс. Синдок Саэмул – бренд родниковой воды, добываемой в Северной Корее, но она экспортируется в страны Юго-Восточной Азии и, как правило, недоступна на рынке Северной Кореи. В Северной Корее есть свои производители безалкогольных напитков, такие как Вонбон Trading Co. в Пхеньяне. Ронджин Кокоа – кола собственного производства Северной Кореи. Тэчхучха – традиционный корейский чай, приготовленный из зизифуса, тэчху. Это китайские финики, которые растут и в Корее. Сикхе – сладкий десертный напиток, приготовленный из риса, сваренного в солодовой воде без добавления сахара. Макколи – сырое рисовое вино, дешевый алкогольный напиток крепостью около 6-9 градусов. Макколи популярен в сельской местности Северной Кореи. И на десерт поговорим о десертах. Хангва – общее название для традиционных корейских кондитерских изделий. Канджон – традиционное корейское кондитерское изделие, приготовленное из клейкой рисовой муки. Их часто подают во время важных событий, таких как свадьбы, обряды или празднование корейского Нового года. Хваджон – корейский десерт в виде небольших сладких круглых оладьев с запеченным в центре съедобным цветком. Якпап – традиционный корейский десерт, который готовится из клейкого риса, каштанов, фиников, меда и других ингредиентов. Понравился выпуск? Тогда ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные блюда. Это поможет нам в мотивациях к новым путешествиям. И переходите на канал, там много интересного. Ну а мы погнали в новое путешествие. Всем пока-пока! Продолжение следует.